Евангелие от Иоанна часто хвалят как самое духовное и художественное из всех Евангелий и единственное, автор которого прямо утверждает, что являлся очевидцем событий и даже любимым учеником Иисуса. Однако в нем есть одна загадка. С одной стороны, оно считается самым антииудейским и даже антиеврейским и антисемитским, поскольку слово «иудеи», означающее «иудеи» или «евреи», в нем используется в основном в негативном смысле, часто для обозначения врагов Иисуса. С другой стороны, это самое еврейское Евангелие из 4, потому что буквально все упомянутые в нем отдельные действующие лица, кроме Понтия Пилата, являются евреями или самаритянами, включая Иисуса и самого автора. Автор, очевидно, говорил на греческом языке, как на втором родном, и, следовательно, должен был иметь также греческие корни. Он начал свое Евангелие с утверждения, что Иисус имеет буквально вселенское значение, являясь воплощением Логоса, через которого Бог создал Вселенную. Таким образом, автор был идеальным кандидатом как для проповеди грекоязычным слушателям, так и для обсуждения отношений с язычниками в Евангелии. И я полагаю, что причина того, что язычников он даже не упоминает, заключается в том, что Евангелие от Иоанна – самая ранняя книга в Новом Завете, написанная тогда, когда никто даже не думал, что христианство отделится от иудаизма и что язычников можно будет крестить без обращения их в иудаизм. Эта идея стала популярной благодаря апостолу Павлу в конце 40-х и особенно в 50-х годах. Таким образом, Евангелие было написано, когда ученики Иисуса считали себя евреями и иудеями, иудеи, как в этническом, так и в религиозном смысле этого слова. Как я объясню в этом видео, предполагаемый антисемитизм автора при использовании слова «иудеи» – это двухтысячелетнее недоразумение, сначала между автором и его учеником, опубликовавшим его книгу после его смерти, а затем между Евангелием и его читателями. Эта проблема особенно заметна в переводах на другие языки, например, английский, где вместо слова «иудеи», как в синодальном переводе, везде используется просто слово «евреи». В моих предыдущих видео я объяснял, почему я считаю Евангелие от Иоанна черновиком, написанным первоначальным автором и оставленным его ученику, который опубликовал его десятилетия спустя, почти не редактируя, чтобы сохранить слова апостола. Также, как я уже говорил, многие авторы при написании черновиков экономят время, используя сокращения вместо длинных фраз, которые встречаются в тексте многократно, заменяя их исходной полной фразой только в окончательном варианте книги или статьи. А древние авторы, которые писали до того, как мы получили доступ к современным компьютерам, текстовым редакторам или хотя бы к дешевой бумаге для заметок, имели гораздо больше причин это делать, чем мы. Всевозможные сокращения в письменных текстах встречаются в различных культурах. В церковно-славянском языке часто употребляемые религиозные слова требовалось писать как стандартные сокращения под титлом. Например, слово «апостол» писалось как «АПЛ», Иисус как Иис, Господь как ГДи и так далее. Это было настолько общепринятое правило, что если бы вы написали слово «Бог» полностью, без титла и сокращения, то читатели подумали бы, что вы имеете в виду языческого Бога, а не христианского. Другой пример – скоропись, известная также под греческим названием стенография, что означает узкое письмо, основанное на сокращении практически каждого слова. Вероятнее всего, она применялась еще в Древнем Египте, затем в Древней Греции, затем ей пользовались для записи речей римских сенаторов еще до рождения Иисуса. В Китае с древних времен и до наших дней люди писали иероглифы для личного пользования упрощенной скорописью. В Древнем Египте в середине первого тысячелетия до нашей эры официальные иероглифы были радикально упрощены для административного и коммерческого использования и превратились в то, что стало известно как дематическое письмо. А перескочив на тысячи лет в современность, главную героиню американской комедии «Незнакомцы с конфетой» звали Джерри Блэнк, от английского слова blank, то есть пробел, пустое место, незаполненный бланк. Изначально это был просто пробел, оставленный в черновике сценария вместо еще не придуманной фамилии героини. А затем было решено использовать само слово «пробел» blank как фамилию.
В общем, люди разных культур на протяжении тысячелетий использовали всевозможные сокращения для экономии времени и места при написании неофициальных или черновых версий своих текстов. Поэтому я считаю весьма вероятным, что и автор Евангелия аналогичным образом использовал некоторые сокращения для длинных повторяющихся фраз в черновике своей книги. И его ученику, последнему редактору и издателю книги, пришлось расшифровать и превратить эти сокращения в обычные фразы. Если бы он сделал это идеально, то мы бы никогда об этом не узнали. Но если он где-то допустил ошибку, то некие часто встречающиеся слова или фразы должны выглядеть в контексте Евангелия странно, как не соответствующие замыслу автора. И в Евангелии нет слова, которое использовалось бы в более странном и противоречащем контексту смысле, чем слово «иудеи». Много лет назад я думал, что причина в том, что сам автор, очевидно, имеет смешанное происхождение. Он и грек, и еврей, поэтому он может воспринимать греков и евреев как нас или их в зависимости от ситуации. Но моя нынешняя теория, описанная здесь, предлагает лучшее объяснение. Также, возможно, автор размышлял над тем, как лучше всего описать тех иудеев, которые выступали против Иисуса, кратко, ясно и не обижая тех, кто его поддерживал. Другие авторы использовали такие термины, как фарисеи, саддукеи, иудейские власти, но у каждого из этих слов есть свои проблемы. Слово «саддукеи» имело слишком узкий смысл. Многие противники Иисуса не принадлежали к этой партии. Слово «фарисеи» было использовано Матфеем практически как синоним лицемеров или врагов Иисуса. Но это еще более проблематичное слово, потому что фарисеи представляли основное течение народного иудаизма, и некоторые их верования, например, о воскресении мертвых, в итоге стали христианскими. Фарисеи с большей вероятностью слушали Иисуса и становились его последователями, чем члены других партий, таких как саддукеи, зелоты или ессеи. Как отметил Дейл Мартин в ельских лекциях, довольно парадоксально, что причиной нашей сегодняшней неприязни к фарисеям является Новый Завет. Но единственным иудеем первого века, который с гордостью называл себя фарисеем в письменном виде, был автор самого большого количества книг Нового Завета апостол Павел. Например, в послании к филиппийцам 3, 5, 6. И даже слово «иудейские власти» вызывает сомнения, потому что, например, представитель властей Никодим, фарисей и член Синедриона, был другом Иисуса. Автор, несомненно, был умным человеком и писал свое Евангелие, чтобы привлечь как можно больше последователей Иисуса, и явно не хотел обидеть людей, которые могли бы стать будущими христианами, сразу же осудив их по групповой принадлежности как врагов. Так почему же автор выбрал самое странное, нелепое и оскорбительное название для врагов Иисуса – иудеи или евреи, которое включало не только евреев Галилеи, Иудеи и диаспоры, его вероятных будущих новообращенных, но даже его самого и Иисуса? Моя гипотеза заключается в том, что на самом деле он этого не делал. Я считаю, что автор использовал некое сокращение, которое планировал заменить чем-то вроде «иудейские власти» или более политкорректным выражением, или даже варьировать его в зависимости от контекста. Может быть, он не решил, какая фраза будет лучшей для каждого случая, или же просто не хотел десятки раз повторять найденное им длинное выражение в черновике, рассчитывая заменить его в окончательном варианте книги, который он так и не успел подготовить. А его ученик, подготовивший окончательный вариант к публикации, не понял его намерения и заменил это сокращение на просто «иудеи». Иудеи. Но это слово в большинстве контекстов Евангелия абсолютно бессмысленное, поскольку, как отметил Джон Робинсон, единственным язычником во всем Евангелии, упомянутым как отдельное лицо, является Понтий Пилат. Все остальные – иудеи или самаритяне. Даже эллины или греки, которые хотели увидеть Иисуса в Иоанна 12:20, на самом деле были грекоязычными иудеями, потому что они пришли в Иерусалим праздновать Пасху. Автор Евангелия 66 раз использует варианты слова «иудей» и ни разу не упоминает слова «язычник» или «язычники». В Иоанна 4:9 он напоминает читателю через слова самарянки, что сам Иисус был иудеем. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудеем, просишь пить у меня, самарянки?» А в Иоанна 4:22 Иисус называет себя иудеем, говоря:
Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». В Иоанна 1:47 Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». есть много других случаев, когда слово «иудеи» встречается в Евангелии в своем нормальном значении, означая просто «евреи». Это также имеет объяснение в моей теории. Когда автор писал свою книгу, ему не было смысла использовать одно и то же слово для двух важных и радикально отличающихся понятий. Он заменил бы один из терминов, чтобы избежать очевидного когнитивного диссонанса в своей голове, возникающего из-за необходимости использовать одно и то же слово часто в противоположных утверждениях, и просто чтобы не путать своих читателей. Если бы автор по какой-то необъяснимой причине ненавидел слово «иудеи», «иудеи» и решил использовать его для обозначения врагов Иисуса, то наверняка придумал бы какой-нибудь другой термин для обозначения всех остальных евреев, включая Иисуса и самого себя, например, евреи, израильтяне, потомки Авраама или еще какое-то слово. Но если редактор Евангелия по ошибке заменил аббревиатуру, означающую иудейские власти, на иудеи и не захотел переписывать оригинальный текст или слишком сильно его редактировать, то вполне логично, что он также оставил в тексте и оригинальное слово иудеи, использованное автором в его правильном значении, откуда и возникло то столкновение смыслов этого слова в тексте, которое мы наблюдаем сегодня. Вот несколько примеров нормального употребления этого слова. В Иоанна 2:13 «Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим». Интересно, что переводчики на разные языки часто превращают исходное греческое «Пасха иудеев» в «иудейская Пасха». Возможно, поскольку прилагательное «иудейский» выглядит мягче, чем существительное «иудеев» после всех случаев использования этого слова в негативном смысле. Но в греческом оригинале в подобных контекстах автор использовал именно существительное «иудеев» – «тон иудеон». В следующих цитатах я верну в перевод исходный греческий вариант. Например, в Иоанна 6:4 «Приближалась Пасха, праздник иудеев». в Иоанна 7:2 «Приближался праздник иудеев, поставление кущей». в Иоанна 3:1 «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудеев». в Иоанна 6:52 Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Теперь давайте рассмотрим несколько ярких случаев, когда слово «иудеи» не соответствует контексту. Первое же появление этого слова в нашем Евангелии должно заставить нас заподозрить, что здесь что-то не так. В Иоанна 1:19 говорится: И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?». Но ведь Иоанн Креститель – иудейский пророк, проповедующий иудеям. И священники и левиты, посланные к нему некими иудеями, тоже, очевидно, иудеи. И дело даже не в том, что кто-то из них может быть этническим евреем, но не религиозным иудеем. Они все и евреи, и иудеи, и даже буквально иудейские священники и религиозные деятели. И кем же могли быть те иудеи в этом отрывке, которые могли послать иудейских священников задать Иоанну религиозные вопросы? Разумеется, это были начальники этих священников, то есть старшие священники, архиереи. И именно они, иудейские религиозные власти, очевидно, здесь подразумеваются под словом «иудеи». И этот отрывок натолкнул меня на следующую мысль. Если взять первые буквы греческой фразы «иудейские первосвященники», «иудеи архиерис», то получившееся сокращение «ИАИ» можно использовать для обозначения иудейских властей, первосвященников или тех, кто их поддерживал, например, членов партии саддукеев. Это сокращение легко запоминается и пишется, но ИАИ – это также первая, пятая и последняя буквы греческого слова «иудеи» – «иудеи». И именно это могло послужить источником путаницы. Далее в Иоанна 2:18, после того, как Иисус изгоняет торговцев из храма, На это иудеи сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?»
Опять же, исходя из контекста, можно предположить, что храмовые начальники или первосвященники – наиболее вероятные люди, которые имели право требовать от кого-то объяснить свое поведение в храме. В истории о человеке, исцеленном в субботу, в Иоанна 5, 10, 18 есть 4 упоминания иудеев, тоже очевидно подразумевающие иудейских архиереев. Этот отрывок заканчивается в Иоанна 5, 18 словами: «И еще более искали убить его иудеи». В Иоанна 7.1 «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. В Иоанна 7.11 Иудеи же искали его на празднике и говорили: где он? В Иоанна 7.13 Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. В Иоанна 7.15 И дивились иудеи, говоря: как он знает Писание, не учившись? Но несколькими стихами ранее сам праздник был назван праздником иудеев. Итак, коротко говоря, иудеи пытаются найти Иисуса и его учеников, которые пошли на праздник иудеев, потому что они сами иудеи. Но иудеи на празднике иудеев ничего не сказали иудеям, потому что иудеи боялись иудеев. Даже прочитав только эти 15 стихов, можно заметить, что в использовании слова «иудеи» в этом Евангелии есть что-то очень странное. Аналогично в Иоанна 19:38 После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. и в Иоанна 20:19. Когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди. Опять же, страх перед религиозными властями имел бы здесь гораздо больше смысла, чем страх перед иудеями. А в главе 9, когда Иисус исцеляет слепого в субботу, некие представители властей спрашивают его родителей об их сыне, но те слишком испуганы, чтобы комментировать, как это произошло, и предлагают спросить их сына вместо них. В Иоанна 9:22 говорится: Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. То есть иудеи спрашивают у иудеев, как их сын Иудей был исцелен иудейским мессией. Но иудеи боятся иудеев, которые могут выгнать иудеев из иудейской синагоги. И опять слово «иудеи» кажется не лучшим термином для описания кого-либо в этой ситуации, все участники которой являются иудеями. Но замените его на Представители иудейских властей и все снова обретет смысл. Наконец, в Иоанна 18:12 Тогда воины и тысяченачальник и служители иудейские взяли Иисуса и связали его. Здесь переводчикам настолько не понравилась греческая фраза «иперете тон иудеон» – «слуги иудеев», что они переименовали их в «служители иудейские». Но что должна означать эта фраза? Какие еще служители там могли быть? Арестовывать Иисуса явно послали стражников, служивших при храме, которые были слугами первосвященника и архиереев. Понятно, что они были иудеями. Языческие римские солдаты не стали бы служить под командованием религиозных иудейских властей. Тогда почему они названы Слуги иудеев, если они сами иудеи? Однако замените фразу воины и слуги иудеев на воины и слуги архиереев. и она становится совершенно осмысленной. Некоторые англоязычные переводчики вообще заменяют слуги на offices, то есть офицеры или чиновники. Но греческое слово «иперете» переводится как «слуги», «помощники», «прислуга». Это же слово используется в Иоанна 18:18. Рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Трудно представить, что у костра грелись не рабы и слуги, а рабы и офицеры или рабы и чиновники. В Иоанна 18:36 Иисус говорит Пилату: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям». Опять же, как Иисус, иудей, проживший всю свою жизнь среди иудеев, мог быть Предан иудеям, Однако замените это на предан религиозным властям, и все становится на свои места. Есть также случаи, когда слово «иудеи» возможно означает просто людей, общающихся с Иисусом, часто враждебно настроенных к его учению, не обязательно священников.
Но, во-первых, нет ничего удивительного в том, что автор использовал для этого случая то же сокращение, что и для властей, поскольку эти значения часто пересекаются, и он мог планировать выбрать подходящее выражение для каждой конкретной ситуации в окончательной версии своей книги, которую он так и не успел написать. Во-вторых, как я уже говорил выше, во многих эпизодах слово «иудеи» происходит не от ошибочно прочтенной аббревиатуры, а от самого автора и действительно означает просто «евреи» в нашем обычном понимании этого слова. И в-третьих, в некоторых таких сомнительных случаях это слово все-таки может означать только священников, саддукеев, партию, поддерживающую и представляющую первосвященников храма, или местные иудейские власти. Возможно, мы неправильно понимаем эти отрывки, думая, что эта вся толпа была разгневана на Иисуса, в то время как автор имел в виду только представителей властей в этой толпе. Например, в Иоанна 6:41-42 «Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: „Я есмь хлеб, сшедший с небес“, и говорили: „Не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем?“». Здесь те, кто выступает против Иисуса, утверждают, что знают его родителей, поэтому они не могут буквально быть иерусалимскими первосвященниками, но все же могут быть представителями местных религиозных властей. В Галилее тоже были синагоги, и кто-то должен был ими руководить. И даже если вы предпочитаете стандартное прочтение этого отрывка, все равно довольно странно использовать выражение «иудеи» для обозначения людей из одной толпы в одном городе, где практически все были иудеями. Даже нейтральные отрывки о какой-то толпе, слушавшей Иисуса в каком-то городе в Галилее или Иудее, имеют больше смысла, если под словом «иудеи» здесь подразумевается не весь еврейский народ и не вся толпа, а некие представители местных властей в этой толпе. В главе 10 есть интересный пример такой ситуации. В Иоанна 10:19-21 От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?». Другие говорили: «Это слова не бесноватого, может ли бес отверзать очи слепым?». Здесь можно легче поверить, что под словом «иудеи» автор имеет в виду всю толпу и распри в ней. Но из Нового Завета мы знаем, что разногласия по поводу Иисуса существовали даже среди членов Синодриона. И под иудейскими властями не нужно понимать только первосвященника и его ближайшее окружение. Точно так же, как сегодня мы можем считать молодого начинающего полицейского или чиновника представителем властей, члены партии саддукеев и служащие местной синагоги тоже могли считаться представителями религиозных иудейских властей. Несколькими стихами позже, в Иоанна 10:24, в той же толпе: «Тут иудеи обступили его и говорили ему: „Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо“». В Иоанна 10:31 Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. и в Иоанна 10:39. Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их. Гораздо легче представить, что иудеи, настолько озабоченные соблюдением Торы и ведущие себя настолько воинственно и агрессивно, пытающиеся арестовать или даже убить Иисуса, это опять представители местных религиозных властей или члены ортодоксальной партии вроде саддукеев, а не вся толпа бедных, любопытных, неграмотных местных крестьян и ремесленников, не особо разбирающихся в тонкостях толкования Торы и просто пришедших послушать бродячего проповедника. В стихе Иоанна 11:8, относящемся к тому же инциденту, Ученики сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» опять же Иисус, все его ученики и почти все окружавшие его люди были иудеями. Так какой смысл ученикам советовать Иисусу не возвращаться к иудеям? Разве фраза «религиозные власти» не звучит гораздо логичнее во всей этой истории, начиная с Иоанна 10:19? Также, когда Иисус, разговаривая с иудеями в Иоанна 10:34, называет псалтырь «Ваш закон», это имеет гораздо больший смысл, если он на самом деле разговаривает с ортодоксальными религиозными лидерами, которые считают себя главными защитниками закона, чем с обычными и чаще всего неграмотными людьми, которые были бы очень удивлены, если бы грамотный религиозный проповедник, как Иисус, сказал им, что еврейская Библия является их законом в большей степени, чем его.
Другой интересный пример нового прочтения – это история о воскрешении Лазаря в Иоанна 11, 18, 20. Вифания же была близ Иерусалима, в стадиях в 15, и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Поэтому Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. На первый взгляд, здесь все нормально, а иудеи – это обычные люди, пришедшие утешить двух сестер. Но опять же, зачем автору называть тех, кто пришел из Иерусалима, иудеями, если Марфа, Мария и их друзья в Вифании тоже были иудеями? И главное, последнее предложение начинается с «поэтому», как будто именно присутствие иудеев из Иерусалима привело к тому, что Марфа захотела встретиться с Иисусом на улице. Почему «поэтому»? В синодальном переводе слова «поэтому» вообще нет, настолько лишним оно выглядит, но в греческом тексте явно читается «эун» – по этой причине. Но если заменить слово «иудеи» на «священники», то вся цитата становится логичной. Вифания находилась недалеко от Иерусалима, религиозной столицы, поэтому некоторые священники и служители при храме, знавшие сестер, пришли навестить их. И поэтому, учитывая, что многие из священников враждебно относились к Иисусу, Мария осталась дома развлекать гостей, а Марфа пошла встречать Иисуса на улицу, чтобы он с ними не пересекся. И далее некоторые из них последовали за Марфой и плакали о Лазаре. Иисус тоже заплакал, и даже они были тронуты тем, что Иисус так любил Лазаря. Затем Иисус воскресил Лазаря, и даже многие из священников и служивших при храме уверовали в Него и стали Его учениками, а другие вернулись, чтобы отчитаться перед своим начальством, первосвященником и синедрионом. Просто замените во всей этой истории слово «иудеи» на «священники и служащие при храме», и вы увидите, как она вся вдруг обретает понятный логический смысл. Однако мы видим, как одно слово превратилось в целую фразу, и это, вероятно, вынудило автора использовать в черновике сокращение. Итак, я думаю, все эти примеры ясно иллюстрируют мою точку зрения. Нынешнее слово «иудеи» или «евреи» в Евангелии от Иоанна происходит из двух источников. Во-первых, настоящее слово «иудеи», употребленное автором в обычном позитивном смысле для обозначения всех иудеев, включая Иисуса и апостолов. Во-вторых, некая аббревиатура в черновике, преобразованная в слово «иудеи» по недопониманию ученика автора, опубликовавшего Евангелие. Эта аббревиатура, судя по контексту, использовалась для обозначения иудейских религиозных властей и других иудеев, служащих при храме или синагогах и враждебно настроенных по отношению к Иисусу. Если бы автор не любил либо иудеев вообще, либо само слово «иудеи», он бы никогда не использовал это слово в положительном смысле, применяя его даже к Иисусу и самому себе. Я считаю, что автор планировал заменить это сокращение правильно сформулированными выражениями в окончательной версии книги, как это делают другие авторы, использующие сокращения в черновиках, но так и не получил возможность это сделать. И таким образом стандартный прием литературного творчества стал источником 2000 лет недоразумения.